Всем привет! С вами Оля и канал Шитие Мое. Я продолжаю работать над блузкой с цельнокроенным верхом. Это пятая часть, и сегодня я покажу, как буду собирать эту блузку. Собирать я ее буду по своему усмотрению, то есть понимать последовательность по ходу дела, ничего не продумав заранее, живое видео, так сказать. Итак, начнем. Все детали подготовлены, все вырезано, поэтому я сейчас не буду делать большое вступление, к тому же это уже пятая завершающая часть. Мы сегодня с вами закончим пошив этой блузочки и наконец-то увидим результат. Я начну сразу с боковых срезов. То есть вот она моя полочка и спинка. Я складываю лицом к лицу и сшиваю боковые срезы. Сшивать я буду на оверлоке и рядом с оверлочной строчкой прокладывать прямую закрепочную строчку. Ну, примерно на 3-4 миллиметра, да, насколько вы делали припуск на шов, то есть вы, соответственно, такую строчку и делаете. То же самое я сейчас делаю с рукавчиками, складываю пополам, сшиваю вот этот срез и второй рукавчик. Что касается нашей верхней детальки цельнокроенной, мы, конечно, можем сначала сшить плечевые срезы, а потом обрабатывать каплю. Но я советую, вернее, я думаю, что будет удобнее обработать сначала каплю, а после этого уже приступать к плечевым срезам. Значит, прежде чем мне пришивать обтачку капли, мне нужно обработать саму обтачку. Во-первых, я ее сейчас продублирую, обработаю срезы. Почему именно в такой последовательности? Потому что если я сначала обработаю, а потом продублирую, краешки флизелина или дублерина могут потом впоследствии отходить. Поэтому я ее сейчас продублирую. После этого обработаю срезы, хорошенечко выглажу и буду уже готовой обтачкой обрабатывать каплю. Итак, моя обтачка готова, я ее продублировала, обработала срезы и отгладила. Теперь я складываю вот так лицом к лицу капельку на обтачку. Можно, конечно, сметать, но я сейчас буду скалывать булавочками. Прикалывать. Все выравниваю хорошенечко, прикалываю булавочками и по намеченным линиям буду строчить. Строчу буквально на 0,5 от среза. Смотрите, я сколола булавочками, чтобы вам было понятно, что я сделала. Вывернула обтачку, то есть она у нас была на лицо, мы сшивали ее лицо к лицу. Я ее вывернула наизнанку. Сейчас мы таким образом ее отглаживаем, и можно сделать тоненькую отстрочку. Тоненькую я имею в виду от вот этого сгиба, ну, примерно 1-2 миллиметра. Будет очень красиво. Вот такая у меня получилась симпатичная капелька. Вот такая она у нас будет. Вот здесь будет завязочка. Уже на воротничке, да, вот здесь завязочка будет. Кстати, отстрочку я сделала, начиная не отсюда, а начиная отсюда, чтобы захватить вот этот край обтачки, чтобы он у меня уже не болтался. Теперь я складываю лицом к лицу нашу верхнюю деталь цельную и сшиваю по плечевому шву. В общем, сейчас сшиваю рукава, полочку, спинку, плечевые швы и продолжим дальше. Кстати, прежде чем заглаживать шов на одну сторону, мы должны отгладить шовчик вот таким образом. Особенно тех срезы, которые не идут по долевой и по поперечной. То есть вот видите, вот эта линия, вот этот шовчик у нас, можно сказать, по косой выполнен, вот эти плечевые, и имеются вот такие фалдочки. То есть мы сначала его заглаживаем, шовчик, вот так. Видите, получается он совершенно ровненький и красивенький. И после этого с помощью какой-нибудь колодки, желательно, у меня вот такая маленькая кругленькая колодка, заглаживаем шовчик на одну сторону. Так, я люблю шов заглаживать, заутюживать на переднюю половинку, на полочку. Вот так.
И таким образом шовчик будет гораздо ровнее, не будет никаких фалдов, никаких заусенцев, будет все красиво на плече лежать. Точно так же я делаю со вторым плечом, и точно так же я делаю с остальными срезами. Ну, то есть их уже без колодки, можно просто на столе. Сначала я отглаживаю вот так, заглаживаю, далее на одну из сторон. Ну, допустим, вот рукавчик. Если один рукавчик я заглаживаю на сторону, на левую сторону, то второй у меня будет на правую сторону, чтобы все было симметрично. Выворачиваю, проверяю, чтобы шовчик у меня был заглажен правильно, чтобы не было вот этих вот заусенцев всяких. И так я заглаживаю все остальные швы. Теперь мне нужно обработать нижний срез нашей блузочки. То есть, ну вот она наша. Это у нас полочка и спинка, да? Это у меня нижний срез. Обработать можно, конечно же, по-разному. Можно обработать на оверлоке, сделать одну подгибку на ширину оверлочной строчки. Можно сделать двойную подгибку, допустим, до сантиметра. Можно сделать московским швом. То есть это мы с вами делаем такую тоненькую подгибочку одну. Вот так. Строчим на миллиметр от края. Далее срезаем лишнее, оставляем до 2 миллиметров. И после этого делаем еще одну подгибку. То есть будет красивая, тоненькая, аккуратненькая подгибка. У меня просто времени уже мало. Мне нужно обязательно сегодня все это доделать, чтобы работать дальше. Поэтому я просто делаю двойную подгибку. Но у меня как получится, допустим, по-моему, у меня получается где-то 0,4, ну до 0,5, да, получается. Ну, это, в принципе, нормально. Я сейчас быстренько обработаю и уже продолжим дальше. У нас еще сборочки, у нас еще манжетики, у нас еще воротничок, то есть работы еще много. Кстати, подгибка у меня получилась достаточно тоненькая. Ну, примерно 0,4. Иду гладить. Итак, подгибку низа я сделала, мне очень нравится моя подгибочка, очень такая аккуратненькая, тоненькая получилась. Лиф пока я оставлю в покое, рукавчики я пока откладываю и верхнюю часть я пока тоже откладываю. Прежде чем собирать воротничок и манжеты, я хочу подготовить оборки и завязочки. То есть вот они мои завязочки, которые потоньше, это мои завязочки, пошире это мои оборки. И еще я хочу более подробно остановиться на завязочках и оборочках. Как я буду сшивать оборочки и как я буду сшивать завязочки. Значит, смотрите, вот она моя завязочка будущая. Я складываю ее пополам в два сложения лицевой стороной вовнутрь. И сшиваю не только вот этот срез, но и один вот этот. То есть нижний срез или просто один край можно не сшивать. Итак, все 6 завязочек. Что касается оборочек. Во-первых, я их укоротила. То есть у меня на манжетик будет 20 сантиметров. Для сборочки будет достаточно 15-20 сантиметров. Да? То есть у меня для оборочки полоска ткани шириной 9 сантиметров, длиной 35. И что касается воротничка, мы с вами измерили воротничок, сюда я прибавила 30 сантиметров на оборочку. Почему 30? Потому что, ну, достаточно воротничок. А если манжетик 20, воротничок у меня 45, поэтому, ну, 30 сантиметров, я думаю, будет нормально для сборочки. Что касается оборочек, сначала мы с вами складываем полоску ткани лицом к лицу вот так пополам и сшиваем обе вот эти стороны, по обе стороны, да, вот эти срезы. Вот эти. Далее мы с вами их выворачиваем уже на лицевой стороной вверх. И уже мы строчим для сборки. Я думаю, понятно, да? Сейчас я все это сделаю и покажу вам готовый результат. У меня готовые оборочки. Я их еще, правда, не собирала на ниточку. Хочу показать. Смотрите, вот эти швы у меня запакованы срезы.
Здесь я проложила пока только одну строчку, я буду прокладывать еще одну строчку, чтобы была более правильная сборочка. Ну и так я сделала все 3 оборочки, 2 на манжетик, 1 на воротничок, и 6 у меня получилось вот таких завязочек. Мне нужно, смотрите, одна сторона у меня прошита, вторая нет. Через эту сторону открытую я буду выворачивать, да, свои оборочки. Но мне нужно перед тем, как вывернуть, срезать лишнее. Во-первых, срезать отсюда, здесь я оставляю примерно 0,3 мм, срезать уголочек, чтобы он мне не мешался, тоже чтобы не сильно близко к срезу. Ну и полностью по всей длине я буду оставлять, наверное, примерно, ну, около 0,4-0,5. То есть не буду сильно много срезать. Почему? Потому что ткань все-таки такая рыхлая, и, ну, не дай бог, да, какие-то будут неприятности. Поэтому я оставляю примерно 4 миллиметра, даже можно до 5. Сейчас все срезаю вот так, все завязочки мои будущие, выворачиваю. Сначала оборочки я отглажу, то есть я сейчас прострочу вторую строчку, все оборочки отглажу, и только потом после этого буду собирать на ниточку. Ну и продолжим дальше. Итак, я закончила свои оборочки. Смотрите, вот 2 оборочки у меня 20 сантиметров. Это на рукавчике, на манжетике. И одна оборочка у меня 45 сантиметров. Я еще раз перемерила. Так, 45. Да, действительно, 45 сантиметров. Видите? Я еще раз перемерила свой воротничок, верхнюю его часть. С учетом швов, то есть я вот так откладываю здесь сантиметр и с этой стороны сантиметр, и вот так измеряю. У меня получается должно быть 45 сантиметров. Да, ровно 45 сантиметров. То есть получается, мне обязательно нужно учитывать здесь и здесь на шов, потому что здесь у нас шов уже готов, мы его больше не будем трогать, он у нас уже запакован. Что я еще сделала? Я продублировала все свои детали, то есть все манжетики. Дублерин у меня достаточно мягкий, тоненький, поэтому я продублировала все 4 детали на манжеты и обе детали на воротничок. Почему я так сделала? Потому что, ну, во-первых, тоненький у меня дублерин, флизелин, а во-вторых, я не хочу, чтобы ткань тоненькая, и я не хочу, чтобы через нее было видно вот эти вот все сборочки. Значит, сборочки я уже сделала, я уже сказала, да. Теперь что я делаю? Ну, давайте начнем, наверное, с манжетиков. Мне нужно оформить сначала манжетик сам. Значит, я беру оборочку, беру манжетик, деталь манжета, откладываю 1 сантиметр от среза, лицом к лицу накладываю вторую деталь манжета. И мне нужно сделать так, чтобы, ну, по крайней мере, чтобы было видно, да, что я делаю все правильно. Мне нужно сделать так, чтобы вот так вот 1 сантиметр выглядывал оборочки, да. То есть таким образом мы будем знать, что мы делаем все правильно. И скалываю булавочками. Значит, скалываю здесь. Вот так. С учетом припуска, вот сюда припуск мы оставляем, здесь опять же 1 сантиметр, и я скалываю. Так, нужно, чтобы все было ровненько. Можно, конечно, сначала пришить 1 манжетик, 1 прямоугольник, потом сверху положить второй и пришить второй. Ну, можно, если, в принципе, вы себе доверяете, можно сделать вот так сразу 2. Я сейчас полностью вот так проколю. Я надеюсь, видно. Следить за тем, чтобы прямоугольнички мои были на одном уровне. Еще раз говорю, можно сделать отдельно. То есть сначала пришили одну половинку манжета. Так будет, наверное, для новичков так будет удобнее. То есть вы будете точно знать, что у вас и спереди, и сзади, то есть там, где вам глазу, как говорится, не видно, все ровненько и красивенько. В общем, я сейчас делаю так 2 манжета. Вот так.
Вот так я сколола. Смотрите, еще раз внимательно. Здесь оставляю припуск 1 сантиметр. Сюда выпускаю сборочку 1 сантиметр. И на 1 сантиметр я буду строчить. И у меня получится оборочка с внешней стороны. Далее, прежде чем вот здесь застрачивать, я беру тесемочку. Так, у меня есть 2 тесемочки, которые длиннее. Мне их нужно отложить в сторону. Сейчас я их найду. Вот эта длинная. Так, и вот она длинная. Мне их нужно убрать, а остальные у меня как раз для рукавчиков. И прежде чем сшивать вот эту сторону, смотрите, вот так выворачиваем и смотрим. Завязочки, где вы хотите завязочки? Посерединке, либо ближе к рукаву. То есть это уже зависит от вашего желания, как вы хотите, так и делайте. Я хочу, чтобы завязочки у меня были ближе к рукаву. Но не забываю, что здесь у меня тоже будет шов стачивания с рукавом, поэтому я отступаю примерно, наверное, 2 сантиметра, 1 сантиметр будет шов, и на 1 сантиметр будет отходить у меня завязочка, да, ну вот так примерно, наверное, даже 1,5-2 сантиметра, вот так, приблизительно. И опять же, мне нужно сделать так, чтобы вот выглядывал кончик хотя бы на сантиметр, сейчас булавочки возьму. И это для того, чтобы мне было видно, что все у меня правильно, что именно вот так, смотрите, завязочку мы вкладываем вовнутрь, а здесь примерно сантиметр у нас выглядывает. И точно так же я делаю с другой стороны. Не забывайте, нужно просматривать, где у нас зашитая сторона, а где у нас не зашитая сторона, да? И вот я опять же так приблизительно на 2 сантиметра поднимаю вверх. И прикалываю завязочку. Понятно, да? Мы сейчас с вами строчим аккуратненько, чтобы вот это вот ничего не попало под иголочку. Строчим. Здесь делаем закрепку, строчим сюда на сантиметр, далее сюда все слои, что у нас тут есть, и сюда. Можно сделать закрепку здесь, где у нас приколота завязочка. Ну, чтобы уже точно знать, что у нас ничего не развалится в процессе носки. Я сейчас еще дополнительно сделаю вот сюда вот булавочки, приколю. Опять же, чтобы чтобы я была уверена на 100%, что вот эти вот завязочки пришьются ровненько, чтобы ничего не перекосило. Точно так же я сейчас оформляю второй манжетик. Вот они мои планочки, то есть манжетики мои. Так, моя оборочка, и точно так же я оформляю второй рукавчик. Ну и потом уже будем с вами оформлять воротничок практически точно так же. Вот он наш воротничок, только у нас воротничок не прямоугольник, а вот такой вот неровный, да. То есть мне нужно, во-первых, нужно точно убедиться, что вот сюда нам нужно оборочку пришить, поэтому конечно, что касается воротничка, я думаю, что лучше, конечно, сделать отдельно, да, сначала одну планочку, потом вторую. Смотрите, я сначала вот так сверху лицом планочки накладываю вот так на оборочку. И, естественно, слежу за тем, чтобы здесь у меня сантиметр оставался, здесь выглядывал сантиметр. Вот так. Сантиметр, не больше, не меньше. И прикалываю полностью, скалываю планочку с оборочкой. Вот так приколола, вот так это выглядит. А теперь переворачиваю. Ну, в принципе, можно прошить, а потом приколоть и пришить вторую половинку. Но я думаю, что сразу. Можно, в принципе, и сразу, да. Беру вот так эту булавочку и переношу на другую сторону. Я буду строчить сразу. Буду следить, конечно же, за тем, чтобы было все ровненько, чтобы было все четко.
Далее, смотрите, это у нас будет планочка. Здесь мы уже припуск забрали, и с этой стороны еще будет припуск сантиметр. Но я буду пришивать завязочки, ну, примерно на середине. То есть, смотрите, вот у меня здесь будет проходить шовчик. Я приблизительно так смотрю, да? Я подкладываю, опять же, вовнутрь, между слоями воротничка. И смотрите, приблизительно по серединке, да, то есть вот так вот. Здесь у меня будет срез, здесь у меня будет срез, вернее шов. И вот так я буду приблизительно строчить. Опять же, вторую булавочку для того, чтобы у меня моя тесемочка не вырвалась. Ну и пришилась ровненько. И также с этой стороны я вот так подкладываю между слоев, между слоями. И мы сразу сшиваем опять же вот эту часть, здесь делаем закрепку, сюда я иду строчить и сюда. Ну и продолжим дальше. Итак, у меня готов воротничок, вот так он выглядит, очень красиво, мне очень нравится. Готовы манжетики, вот они у меня такие забавненькие, и готовы основные детали, то есть это полочка, спинка сшиты между собой, рукавчики. Верхнюю часть пока откладываем в сторону. Значит, что касается рукавчиков, смотрите, мне нужно, я хочу что сделать? Я хочу, чтобы у меня манжетик был не снизу, то есть завязочка на манжетике была не вот так снизу, а чуть-чуть сбоку, чтобы было видно при ходьбе, да, вот так вот она, чтобы была сбоку. Поэтому что я делаю? На рукавчике я определяю, где у меня передняя, где у меня задняя половинка рукава, где к полочке, где к спинке. У меня это одинаковые стороны, поэтому я беру любую сторону и делю пополам от шва, вот он у меня шов, да, и до сгиба. У меня 20 сантиметров, я делю пополам, получаю 10. От этой точки в одну и в другую сторону я откладываю по 2 сантиметра, этого будет достаточно. И от метки до метки, вот эти 4 сантиметра, я просто делаю тоненькую подгибку. Можно московским швом, а можно сразу вот так тонюсенькую подгибку. У меня, в принципе, получилось точно так же, как я сделала подгибку на основных деталях. Вот я один рукавчик уже сделала эту подгибку от метки до метки, вот она у меня вот такая тонюсенькая. Далее я вот так разворачиваю, которые у меня не обработанные края. И от вот этого шва по кругу до шва я строчу прямой строчкой. Опять же, можно 2 для удобства, да, 2 строчки. И делаю стяжку. То есть мне нужно стянуть рукавчик, низ рукава до момента, чтобы у меня получилась ширина манжета плюс, то есть вот половина, да, если половина, то плюс 2 сантиметра. Вот они у меня 2 сантиметра. 4, то есть если пополам, да, 2 сантиметра. Вот так. Я делаю стяжку, чтобы у меня получилась вот здесь сборка, а вот эти 2 или в развернутом виде 4 сантиметра были свободны, без сборки. Это у нас будет для свободы, для удобства надевания рукава. Да? Ну, я просто не хочу здесь делать дополнительные какие-то разрезы, какие-то капли, то есть ничего дополнительного резать не хочу, обрабатывать. Просто вот такой вот ленивый рукавчик, можно сказать. Значит, я делаю точно так же со вторым рукавом, делаю сборочку сейчас, и мы будем с вами собирать уже, соединять манжетик с рукавчиком. Итак, я оформила вот эти 4 сантиметра, остальное собрала на ниточку, чтобы было по размеру моего манжетика. Смотрите, за минусом вот этих 4 сантиметров у меня сборочка соответствует манжетику. И теперь у меня манжетик со всех сторон одинаковый. Вы же выберете, какая вам сторона нравится, какая у вас будет передняя, какая, то есть какая будет внешняя, какая будет внутренняя. В общем, смотрите, там, где мы застрочили 4 сантиметра, я начинаю одной стороной, вот так я разворачиваю, да, мне будет удобнее. Шовчик вот этот я разворачиваю в разутюжку. И одной стороной я прикладываю та, которая у нас будет внешняя. То есть лицом к лицу, да. Я прикладываю
с моментом, где у меня начинается сборка. Тут нужно быть очень внимательной. Вот так. И начинаю скалывать. Можно, конечно, лучше сметать, наверное, особенно если вы новичок. И скалываю я до того момента, где у меня начинается вот эта вот обработка подгибка. То есть полностью место, которое со сборкой, полностью вот этот срез со сборкой. И дохожу до этого места. Здесь опять же я разворачиваю шовчик. Так будет удобнее. И как раз, видите, у меня прям вот до миллиметра получилось. Сейчас разверну, покажу. Вот мой воротничок. Вот так он, то есть манжетик. Вот так он будет выглядеть с лицевой стороны. Сейчас вывернем. И что у нас будет с изнаночной стороны. Вот у нас одна только сторона пришита, то есть приколота одна сторона. Вот эту всю грязь мы будем запаковывать под манжетик. Вот так. То есть я сейчас беру и прошиваю от вот этой подгибки, где у меня меточка 4 сантиметра, полностью вот так по всей сборке и до подгибки. Как раз вот от шва до шва. Прошиваю. И покажу, как закрыть этот шов второй стороной. Нам понадобится для этого нитка с иголкой. Приготовьте. Итак, я пришила, прострочила. Теперь смотрите, ну я, конечно, думаю, что на изнанке будет удобнее. Вот так вытаскиваю свой манжетик и начинаю с края, там, где я обрабатывала. Вот она у меня подгибка, да? И вот здесь у меня идет шовчик, вот этот, на манжетике. И я беру этот шовчик, вот так подворачиваю на сантиметр. И пряча вот этот припуск, сборочку, вот так накладываю сверху. Вот здесь у меня идет точно сгиб, вот этот сгиб, ребро. Так, скалываю. Я пока скалываю, потом обязательно буду прометывать. То есть именно эту обработку, именно этот момент я рекомендую. Сначала сметать, прометать хорошенечко. Я даже покажу, как это все сметывать, таким образом, чтобы строчка у нас была ровненько, красивенько и с изнанки, и с лица. Так, не могу булавочку схватить. Так, пока я просто скалываю, чтобы убедиться, что у меня все хорошо, все ровненько. Делаю подгибку сантиметр. И вот так по кругу. Это, наверное, самая неудобная процедура, работа в этой блузке. И дохожу до этого места. Опять же, вот здесь у меня идет в разутюжку. Вот так разворачиваю. Делаю подгибку на сантиметр. То есть все то же самое, что с той стороны, только у нас уже с другой стороны. И прячу припуск как раз до момента подгибки. Проверили, что ребро идет у нас на сгибе. Так, сейчас. Проверили, что ребро идет у нас на сгибе. Вот. Проверили, что здесь у нас все правильно, все аккуратно. Ничего лишнего не схватили, не захватили. Манжетики, то есть завязочки. И теперь мы берем нитку, иголку и начинаем сметывать. После того, как вы все проверили. Так, булавочки мои. Значит, сметываю я так. Начинаю с одного края, убираю булавочку,
протыкаю иголочку и смотрю на внешнюю сторону. То есть иголочка должна войти также, ну, допустим, здесь на 1 миллиметр, здесь она тоже должна быть на 1 миллиметр. Сюда я протыкаю в обратную сторону и опять же смотрю, чтобы здесь был у меня 1 миллиметр. Старайтесь стежки делать не широкие, тогда будет точно все красиво и аккуратно. Точно так же делаю второй стежок и все последующие. И тогда у нас строчка получится одинаковая на одном уровне и с лица, и с изнанки. В общем, я благополучно перепутала завязочки. На один манжетик я сделала длинные завязки, на второй короткие. Ну, в принципе, это меня не остановило, я не стану менять. Пусть у меня будут завязочки везде одинаковые. Здесь я их сократила. Я, кстати, уже завязала одни завязочки и сейчас вам покажу результат. Вот так это будет выглядеть. Ой, мне очень нравится. Мне кажется, просто так романтично, так интересно. Мне очень нравится. В общем, что я сделала? Конечно же, я все это прошила. Один манжетик я уже заутюжила, вот завязала проверить, этот еще не заутюжила, значит, прошила, ниточку наметочную убрала, ниточку сборочек убрала, потому что она здесь у меня двойная была нитка, и одна здесь у меня выглядывала, поэтому я ее убрала. Сейчас отглаживаю второй рукавчик, можно... Второй, в смысле, манжетик, можно тоже завязать, можно пока так оставить. Дальше. Мы сейчас с вами то же самое проделаем уже с воротничком, пока мы не пришили, чтобы не крутить под машинкой кучу ткани, кучу всего вот этой всю нашу блузочку. Мы сразу сделаем сейчас воротничок, пришьем и уже будем собирать большие вот эти основные детали. У меня тоже и лицевая и изнаночная сторона одинаковые, совершенно все красиво, аккуратно. И я точно так же, только у меня здесь от капли до капли, вот капля, да, у меня, значит, от капли до капли. Сейчас я разверну. Вот так разворачиваю воротничок, разворачиваю шов вот так в разутюжку и соединяю вот этим швом, сгибом, к краю капли. Так, опять булавочки утащила. И скалываю полностью воротничок только одну сторону. Кстати, не показала, да, шовчик. Я не знаю, будет видно, сейчас попробую вот так показать. Шовчик с изнанки, шовчик с лицевой стороны, он проходит просто идеально. Я думаю, вот на черной должно быть видно, вот на черном, да? Так и здесь. Он идет просто на одном уровне и выглядит просто шикарно. Ну и в общем то же самое я сейчас по всей горловине прикалываю свой воротничок, пока только одну сторону, я уже сказала, да? Естественно, пришиваю, пристрачиваю. Можно, конечно же, сметать. У меня просто уже время поджимает. Я уже шью эту блузочку. Получается, сборка у меня уже второй день. В первый день я не успела. Поэтому я уже не буду здесь ничего прометывать. А прометывать, что обязательно, это прометывать вторую часть. Точно так же вторую сторону воротничка. Точно так же, как и манжетик мы с вами делали, да? То есть там обязательно прометывать, чтобы строчка была красивой, ровной и с изнанки, и с лица. Нам же не нужно так, чтобы на изнанке было что-то некрасиво. Получается, что я стараюсь, конечно, очень подробно все рассказывать, но много времени я вырезаю, большой процесс, ну, то, что вот я сшиваю, сметываю, это я вырезаю, и то у меня получается довольно большое видео. Вот обратите внимание, сначала моделирование, сначала пробники шила, потом моделирование, потом раскрой на ткани, все это подробно, ну, а пошив у меня занимает уже второй день, вот я уже говорю, да, пошив это больше всего времени занимает это
сборка. Прикололи и идем строчить. То есть строчу от капли по всей горловине до капли, пока только, повторяю, одну сторону воротничка. Пришила. Ничего не буду обрезать лишнего, просто беру сейчас, как в случае с манжетиком, вот так разворачиваю этот шовчик, подгибаю и вот таким образом закрываю вот этот припуск. И все то же самое, то есть делаю подгибку, сначала прикалываю, потом наметываю, то есть прометываю и смотрю за тем, чтобы у меня и эта подгибка была на одном уровне, то есть миллиметр-два от самой подгибки, от края. И тогда пристрачиваю окончательно свой воротничок. Блузка еще не готова, но уже вырисовывается вот такая милота. Мне уже просто нравится. Я завязала все завязочки, чтобы они мне в дальнейшем не мешали. Значит, верхнюю часть я пока убираю. Мне сейчас нужно соединить рукавчики с основными деталями. Беру основную свою деталь, то есть саму блузку будущую, и смотрю, если у вас есть углубление по переду, вы, конечно же, берете соответственный рукавчик тоже с углублением по переду и совмещаете вот таким образом. У меня швы заутюжены в разные стороны, поэтому я стараюсь, ну, то есть я подбираю рукавчик тот, у меня одинаковый вырез и по рукаву, и по блузочке, я имею в виду пройма, но в разные стороны заутюжен припуск, поэтому я сейчас беру вот так, именно чтобы в разные стороны припуск был, чтобы не было утолщения. Скалываю, сшиваю на оверлоке, делаю рядом закрепочную строчку. И обязательно мне нужно отутюжить этот срез. Отутюжить с легкой оттяжкой. Почему? Потому что это все-таки закругление, да, то есть здесь скругление. Если мы обрабатываем на оверлоке, то здесь мы не можем сделать надсечки. Ну, тканька, она как бы идет по, срез идет по косой, поэтому она легко-легко вот так вот оттянется. То есть после того, как мы ее сошьем, мы сделаем легкую оттяжку утюгом или парогенератором, у кого что есть. Значит, то же самое я делаю с другой стороны. Прикладываю вот так, проймочка с рукавом, скалываю и сшиваю. После того, как мы с вами уже сошьем и отутюжим этот шов, мы можем сделать сборку по верхнему срезу. Сейчас покажу. Значит, вот у нас будет вот такое большое-большое изделие. Вот такое у нас уже получается изделие. У меня это, еще раз не устаю повторять, у меня одинаковая, то есть одинаково вырезана и передняя, и задняя половинка. У меня отличие будет только по верхней части. И, значит, я, в принципе, в любом месте, можно, допустим, в центре полочки или спинки начать. И по кругу строчить, прям вот так по кругу. Здесь у нас все будет уже сшито. Вот он у нас срез вот такой круглый, да, прям по кругу, от точки по кругу до точки делаем либо двойную строчку, либо две строчки, делаем ровную красивую стяжку, как мы делали для оборочки. И эта стяжка должна равняться вот этой верхней части, то есть вот этому срезу. Мы можем ее измерить заранее, то есть полностью вот так я разложу, вот так раскладываю, совмещая вот эти нижние срезы, да, ну или отдельно измерили полочку, отдельно измерили спинку. Измеряем и стяжку делаем таким образом, чтобы у нас, во-первых, были одинаковые рукавчики, то есть одинаково мы должны сделать, после того, как стянем, мы должны обязательно вот так по рукавчику проверить, чтобы стяжка, сборка на рукавчиках была одинаковой.
Вот так, да, рукавчики. Ну и, конечно же, у нас должна быть одинаковая полочка и спинка. Ну или она должна соответствовать вот этим срезам. Почему? Потому что, ну, я уже повторяла, то есть я уже говорила, у моей девочки разница между полочкой и спинкой 2 сантиметра, то есть это раствор выточки. Если, допустим, больше, то линия по переду, вот этот вырез, он будет больше. Если, допустим, у вас 6-8 сантиметров, он, конечно же, будет еще больше вот так вот округляться, да, понижаться. И, естественно, вот это вот расстояние измерения будет больше. Поэтому у вас оно должно соответствовать. Рукавчик одинаковый, оба рукава, сборочка одинаковая. Спинка соответствует спинке верхней детали. И полочка должна соответствовать верхней детали. Я сейчас соединю по пройме швы, отглажу, сделаю двойную строчку, сборочку сделаю. Нам останется только соединить верх с низом. Если у вас двойная верхняя деталь, то вы сделать можете точно так же, как и мы делали манжетики и воротничок. То есть вы также можете сделать с закрытым срезом. Но у меня одна деталь, поэтому я просто буду стачивать на оверлоке и делать отстрочку. В этом случае не закрепочную строчку рядом, а делать отстрочку так же, как и по воротничку вот здесь и по рукавчикам, да, по манжетикам. То есть у меня вот здесь будет тоненькая, опять же, отстрочка. В общем, поехали делать сборку. Итак, моя блузка готова. Блузка получилась просто шикарной. Я даже не ожидала такого настолько классного результата. Напоминаю, сборочка у меня здесь, то есть прибавка к обхвату груди 50 сантиметров, прибавка к обхвату руки 20 сантиметров. То есть достаточная такая сборочка, которая не сильно увеличивает и не придает большого объема. Ну и как обычно у нас у манекенов все слишком округлая спинка, слишком выпуклая грудь. Моя моделька достаточно такая сдержанная, то есть никаких выдающихся таких явных частей тела у нее нет, поэтому блузочка будет на ней смотреться немного иначе, то есть вот выпуклости вот эти вот не будут. И вот эта линия будет прямая, но я думаю, что не видно все-таки всех деталей на манекене. То есть на камере, я думаю, что не видно всех деталей, потому что все-таки ткань пестрая, светлая и сильно отсвечивает. Вот я, в общем, не могла найти никак у себя в квартире, не могу найти такого места, где можно рассмотреть эту блузочку прям вот досконально. Я сейчас чуть позже наведу, то есть поснимаю на телефон, может быть на телефоне, то есть вот так вот близко, может быть на телефоне будут видны вот эти все мелочи, нюансы. В общем, блузкой очень довольна, я прям вот, честно говоря, в восхищении. Спасибо моей дочке за то, что она нашла такую модельку. Спасибо вам всем за поддержку, потому что если бы вы меня не поддерживали, ну я бы, наверное, даже не сняла бы такой мастер-класс. Целых 5 частей. Сколько у меня? 3 пробника получилось, да, 3 макета, то есть я все никак не могла найти вот эту вот линию по полочке, какой баланс, какой что, чего, вот эти все нюансики, то есть с помощью, конечно же, макета я это все находила. В общем, мне просто нравится результат, я просто балдею. И я надеюсь, что вам понравится тоже, я надеюсь, что я работала не зря. Ну, в общем, я сейчас сниму детали этой блузки. Здесь немножечко плоховато отпарила, но я думаю, что это все-таки нюансы, это мелочи, отпарить можно всегда. В общем, вот такая у меня получилась романтическая блузочка, романтичная, с такими рукавчиками. Я думаю, что моей модельке понравится. Я на сегодня с вами прощаюсь. Еще раз всем огромное спасибо за поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки. Подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка». Я его переименовала. Платный телеграм-канал вообще закрыла. Его не будет. И все базовые выкройки скоро загрузят
двигаться в телеграм-канал, который будет называться «Швейная продленка», и подписка на него будет бесплатная. Так что подписывайтесь, не пожалеете. Еще раз всем спасибо, всем пока.